12 февраля 2026 года мир снова замолчал из-за одного имени, которое всегда привлекает внимание – Чингук. Не из-за новой песни, не из-за концертной сцены, а потому что он вошел в мир высокой роскоши, мир, издавна определяемый точностью, наследием и эксклюзивностью. Швейцарский производитель роскошных часов Hublot официально объявил участника BTS Чингука своим новым глобальным амбассадором бренда. И в тот момент два совершенно разных мира – музыка и высококлассное часовое искусство – встретились в одной точке – оригинальность. Объявление состоялось во время эксклюзивного мероприятия в Сеуле. Это была не просто церемония, а символическая встреча двух глобальных сил, каждая из которых по-своему переосмыслила свою эпоху. Hublot представил Чингука как глобальный артист, исполнитель и поп-икону 21 века. Титул, который выходит за рамки простого восхваления, это признание его влияния в разных странах, культурах и поколениях. А с другой стороны стоял Чингук, живое воплощение самой эволюции. С момента своего дебюта в составе BTS в 2013 году он неустанно развивался. От одаренного подростка с мечтательными глазами до мировой суперзвезды со зрелой артистической индивидуальностью, его путь – это история неустанного совершенствования. Он легко переходит от одного жанра к другому, сочетая эмоции и вокальную технику, добавляя слой за слоем свой фирменный стиль. Каждый альбом, каждое выступление, каждый творческий риск – доказательство того, что он никогда не довольствуется тем, что есть в его зоне комфорта. И среди этих исторических моментов есть один человек, который втайне не может скрыть своей гордости – Ви, или Тэхён, как мы его знаем. Для Тэхёна Чингук не просто коллега по группе. Он младший брат, партнер по сцене и свидетель их долгого совместного пути. Когда было объявлено о сотрудничестве с Hublot, Тэхён, как сообщается, расплылся в гордой улыбке, которая появляется только тогда, когда он по-настоящему растроган. В трогательном разговоре за кулисами Тэхён однажды сказал, что Чингук – это тот тип человека, который никогда не перестает стремиться стать лучше, чем был вчера. Он похвалил дисциплину Чингука, его внимание к мельчайшим деталям и то, как он относится к каждому выступлению одновременно как к последнему и первому. «Он всегда серьезно относится ко всему, что делает», — говорил Тэхён. «Когда он что-то решает сделать, он делает это от всего сердца». Эта похвала перекликается с причиной, по которой Hublot выбрал именно его. Генеральный директор Hublot назвал Чингука одним из самых влиятельных артистов своего поколения, фигурой, чья скрупулезность, страсть и неустанное стремление раздвигать границы идеально соответствуют философии бренда. И действительно, если мы посмотрим глубже, сходства очевидны. Часы, подобные Big Bang оригинал Аника, не создаются за одну ночь. Они создаются путем экспериментов, неудач, совершенствования и смелости быть другим. Часы Чингука не исключение. Его карьера – результат тысяч часов практики, самоанализа и смелости экспериментировать в музыке. Однажды он сказал, что его исполнение песни «Dreamer» на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 было моментом слияния времени и музыки, и, что интересно, в то время Hublot был официальным хронометристом турнира. Теперь, когда он официально присоединяется к семье Hublot, эта связь кажется завершением круга. Но за блестящей символикой скрывается нечто более глубокое. Тэхён рассматривает это достижение не просто как важный шаг в мире моды или часового дела, а как признание долгого пути Чингука как артиста. Он слишком хорошо знает, как Чингук работает допоздна, как он повторяет одну и ту же строчку снова и снова, пока не будет доволен результатом. И, возможно, именно поэтому этот момент так эмоционален для EMI. Потому что они видели все, от небольшой репетиционной комнаты в Сеуле до мировой сцены, а теперь и до элитных кругов швейцарского часового производства класса люкс. И Hublot, и Чингук доказывают, что инновации – это не просто стратегия, это часть идентичности. Когда время встречается с музыкой, когда точность встречается с эмоциями, создается нечто большее. Не просто сотрудничество, а заявление. Время нужно не просто измерять, а формировать. И Чингук в очередной раз показывает, что он не просто движется вместе со временем, он его определяет.
С Тэхёном рядом, выражающим искреннюю похвалу и безусловную поддержку, это путешествие кажется еще более полным. Ведь за каждой мировой иконой всегда стоит круг людей, которые знают его с самой человечной стороны, которые знают, как упорно он боролся, чтобы достичь этого. Итак, Эрмы. Это начало новой эры для Чингука в мире мировой роскоши. Или это следующая глава в истории, которая еще далека от завершения. Одно можно сказать наверняка: когда Чингук выходит на сцену, мир обращает на него внимание. И когда приходит время, он всегда готов ответить. Скорее всего, вы давно заметили странные совпадения, которые произошли задолго до того, как события действительно развернулись. И все это, похоже, началось с одного художника и создателя контента, известного прежде всего своими фан-артами, посвященными Тэкуку. Довольно долгое время он создавал иллюстрации, которые, как ни странно, спустя дни, месяцы и даже годы, казалось бы, подтверждали ситуации, которых даже не было на момент публикации изображений. Так что же это значит? Несколько дней назад Kia опубликовала в своем аккаунте в Instagram иллюстрацию Тэкука. Несколько деталей сразу привлекли мое внимание. На изображении Чингук читает книгу, а Тэхён лежит между его ног, по всей видимости, крепко спит на черном диване. Рядом с ним стоит мобильный телефон, из которого играет музыка. На заднем плане большое окно с кремово-белыми шторами, а большой зеленый цветок украшает угол комнаты, создавая теплую и светлую атмосферу. Следует отметить, что эта иллюстрация была загружена 14 января 2026 года. В то время не было никаких признаков чего-либо подобного. Интересно то, что обстановка кажется непривычной для дома Тэхёна и Чингука. Однако тогда мало кто счел это странным. Это была просто иллюстрация Тэкука в повседневной жизни, которую они, возможно, переживают втайне. Однако 10 дней спустя, 24 января, если быть точным, Тэхён загрузил фотографию своего почти завядшего цветка. Он все еще новичок в уходе за растениями. С тех пор фанаты начали связывать несколько поразительных деталей на фотографии Тэхёна с подозрительным растением, изображенным на иллюстрации Kia. Сначала никто не мог быть уверен. Людям просто показалось это странным, потому что растение Тэхёна было очень похоже на то, что нарисовала Kia. Особого шума не было. Вероятно, это было просто совпадение. Но все изменилось на следующий день после того, как Тэхён опубликовал фотографию. Он поделился видео в своей истории в Instagram, где он ухаживает за почти засохшим растением. И вот тут все стало слишком странно, чтобы быть просто совпадением. На видео было видно то же самое растение, что и на иллюстрации Kia. Рядом с ним было большое окно с занавесками с обеих сторон, точно такое же, как на рисунке, который она сделала несколькими днями ранее. Даже черный стул в комнате был очень похож на тот, что был изображен на иллюстрации, которая больше всего привлекла внимание фанатов. Никто не знал, что Тэхён переехал в новый дом, так как это было другое место, не то, которое он показывал раньше. Многие недоумевали, как Kia мог изобразить их в другом месте, а потом Тэхён появился в углу своего нового дома с недавно пересаженным растением через 3 дня после первого поста. Вот почему это показалось странным, как будто Kia знал что-то еще до того, как сам Тэхён что-либо опубликовал. Поскольку дом Чингука явно отличается от того, что нарисовала Kia, многие заподозрили, что Тэхён действительно переехал в дом, который он купил в середине 2025 года. Однако, хотя Kia, возможно, и знала об этой новости, никто не знал, как выглядит интерьер дома или какой у него новый дизайн. Именно поэтому деталь с растением в углу большого окна с темным креслом показалась такой подозрительной. И это был не первый подобный случай. Аналогичная ситуация произошла 16 октября 2022 года, когда Kia опубликовала иллюстрацию Тэкука на пляже, предположительно держащегося за руки. Сначала это никого не удивило. Днем ранее, 15 октября, BTS провели прямую трансляцию, где Тэхён и Чингук появились в тех же нарядах, что и на рисунке Kia. Многие подумали, что иллюстрация просто вдохновлена отдыхом Тэкука на пляже после концерта и прямой трансляции.
Тем более, что Тэхён опубликовал в своей истории в Instagram фотографию своих следов на песке, а также распространилось видео, на котором Тэкук гуляют вместе по пляжу Пусана около 2 часов ночи. Но многие не знали, что Тэхён вообще не был одет в свитер, который нарисовала Киа ни во время репетиции, ни во время выступления на концерте в тот день. Некоторые считают, что Киа просто добавила свитер, потому что это логично для прохладного вечера на пляже. Но правда в том, что никто точно не знает, во что они были одеты. Однако наиболее распространенная теория заключается в том, что Киа – старшая сестра Чингука. Слишком много совпадений, чтобы их игнорировать. Подписанный Чингуком альбом, который позже появился в Instagram его брата, тот же пол, что и на фотографии Киа, пушистый черный свитер, который также появляется на фотографии собаки ее брата, и множество других деталей, которые слишком многочисленны, чтобы считаться простыми совпадениями. Но, конечно, у каждого свои теории. Лично я не могу подтвердить или утверждать ничего, что еще не ясно. Мне все это кажется очень интересным, и я хотела поделиться этим с вами, чтобы мы могли взглянуть на ситуацию с более широкой перспективы. Мы знаем, что в случае с Тэкуком почти ничего не бывает случайным. И на этот раз все кажется гораздо масштабнее, чем мы когда-либо могли себе представить.